Приветствую всех на первом видео мастер-классе марафона к мечте. Этот мастер-класс не только первый, но еще и определяющий. Подходит ли вам метод арт-коучинга, подходит ли вам вообще арт-техники, если вы их до этого не пробовали, и стоит ли вам идти на марафон к мечте. Если вы понятия не имеете, о каком марафоне идет речь, то вот QR-код на него и ссылку в описании к этому видео с описанием марафона о том, чем мы будем заниматься, какая его цель и каких результатов мы добьемся. На этой же странице найдете расписание, какие конкретно у нас будут арт-техники, список ментальных техник, которые предполагаются на марафоне. В общем, вся информация будет там. А это видео будет с мастер-классом по мотивам моей статьи «5 признаков того, что желание уже скоро исполнится». И речь пойдет о 5 очень главных вопросах, которые помогут вам исполнить любое желание и реализовать любую мечту. Если вам понравится этот видео-мастер-класс, попробуйте арт-коучинг, арт-техники, поймете, что вам подходит этот метод, и вы готовы взять ответственность за исполнение вашего желания на себя, то жду вас на марафоне. Целых 2 месяца мы будем задавать себе самые главные вопросы, рисовать свои ответы и лучшие решения на бумаге, выявлять, прорабатывать внутренние блоки на пути к мечте, находить и активировать те ресурсы, которые необходимы для достижения вашего желаемого, с которым вы придете на марафон. И будем строить лично ваш гармоничный, красивый путь достижения вашей мечты. Но сегодня начинаем с 5 важных вопросов. Ссылку на статью, в которой есть подсказки, что делать и как расшифровывать те ответы, которые вы получите, отвечая на эти вопросы, ссылку тоже оставлю внизу в описании. Берем карандаши, маркеры, бумагу и идем рисовать. Начинаем с того, что берем свое одно из самых истинных желаний или истинную мечту и записываем ее в виде уже нашего состояния. Например, не «я хочу жить в доме на берегу моря», а «я живу в доме на берегу моря». Вместо «я хочу больше зарабатывать», «я зарабатываю такую-то конкретную сумму». Ну и так далее. Рисуем вертикально. Я буду рисовать карандашами, вы можете рисовать чем удобно вам. И, как обычно, можно либо просто рисовать круги и линии, либо провести рисунок по всем этапам нейрографики и в итоге получить свой нейрорисунок по вашему желанию. На оборотной стороне нашего листа записали свою тему, то есть желаемое состояние, и можете написать дату, когда это все случилось, когда вы начали прорабатывать свою мечту. Начинаем рисунок с фигуры себя, рисуем в виде круга в нижнем левом углу. В верхнем правом углу в виде звезды рисуем наше заветное желание или мечту. Звезду можете нарисовать любым способом, который подходит вам. Я покажу тот, который обычно я использую. Такой вот небольшой круг, из которого выходят лучики. Подписываю, что это моя мечта, это я, и провожу красивую волнообразную нецикличную линию от себя к моей звезде и через нее. И теперь расстояние между звездой и между собой делю визуально на 4, просто ставлю такие вот небольшие засечки как ориентир. Первый важный вопрос, который мы себе задаем, это кто? Кто нужен для достижения мечты? Без кого эта мечта нереализуема? Например, если ваше желание выйти замуж, то кто у вас будет мужчина, за которого вы хотите выйти замуж? Или, например, если вы хотите стать мамой, то для реализации вашего желания нужен ребенок. Рядом с собой вы это делаете тоже именно на уровне круга «я». Рисуем всех людей, которых это очень сильно касается, без которых это невозможно осуществить. И рисуйте тех по наитию. Потому что, например, я хочу жить в доме у моря, я могу это прекрасно сделать сама, но я не одна. Поэтому рядом с собой я рисую мужа, потому что мне бы хотелось, чтобы мы вместе жили в этом доме у моря. Следующий уровень – это что? То есть, что нужно для достижения мечты? В моем случае на вопрос «что?» отвечает как минимум: мне нужны деньги на покупку дома. Так как этот дом будет в другой стране, мне нужно решить вопрос с визой. И вношу на этот же уровень еще что, которое мне необходимо для достижения моего желания. Переходим к третьему вопросу. Это где? То есть где вы ожидаете, что это исполнится? На какой точке земного шара вы бы хотели, чтобы ваша мечта реализовалась? Где вы это все планируете? Четвертый вопрос. Когда? Когда бы вам хотелось, чтобы ваша мечта исполнилась? И пятый заключительный вопрос. Что нужно для этого сделать?
В виде кругов обозначаем наши действия, которые нужно выполнить для того, чтобы исполнить мечту. И теперь проводим нейролинии так, чтобы они проходили через каждый круг и через нашу исполненную мечту. Проводите столько, сколько вот вам хочется, как почувствуете, что достаточно. Видите, что хватает энергии в вашем рисунке, что он для вас заряжен настолько, сколько вам необходимо. В чем основная задача этой техники? Это понять, насколько вы уже проработали и накопили психической энергии для реализации вашей мечты. Как давно вы ее обдумываете? Насколько вы простроили план, чтобы к ней подобраться? Если слишком много вопросов, на которых нет ответов, значит, скорее всего, это вот не ваша истина. Иначе вы бы уже тут все распланировали, расставили, и все бы было кристально ясно. И еще немножко поясню по поводу 5-го вопроса. Это наше действие. В данном случае ваши действия. Один из самых главных вопросов. Потому что, как видите, он как раз вот вас и приводит к мечте. Тут осталось там между ними совсем чуть-чуть. Если на этом вопросе чувствуете негатив, недоумение, раздражение, например, действий настолько много, что не знаете, за что схватиться, и вы понимаете, что и столько всего нужно сделать, что не поместится на этот лист. Повод задуматься, может быть, желание слишком большое, как целая лестница, да, а нужно взять какую-нибудь ступенечку, потихоньку к нему подбираться. Или, глядя на список действий, если он вообще пустой, просто нет понимания, что нужно делать, или вы не хотите ничего делать, то как бы я вам советую тогда ничего и не делать. Делайте разные техники на отпускание желания, снижение значимости. Опять же, повторюсь про технику нейроладонь. Можете порисовать и отпустить на волю судьбы свое желание. Исполнится хорошо, не исполнится, ну, конечно, лучше бы, чтобы исполнилось. Напоминаю про мою статью, в которой есть расшифровка, что делать, если у вас нет ответов на какие-то вопросы, как с этим быть. Если же пока рисовали, посмотрели на действия, посмотрели на то, сколько у вас уже всего есть и насколько близко к вам ваше желание, что по сути дорога уже простроена, осталось только убрать какие-то внутренние блоки, может быть, сомнения, страхи на пути к своей мечте, и вам нравится рисовать, нравится все это визуализировать, раскладывать, смотреть со стороны, чувствуете прям энергию, заряд, драйв. В таком случае жду вас на марафоне. Вам точно понравится. Следующий шаг у нас идет скругление. Для чего они нужны? Если вы не рисуете нейрографику, все равно рекомендую скруглять. Для того, чтобы как можно дольше побыть в этом рисунке, сформировать еще больше свой фокус на желаемом, побыть в такой медитации сонастройки с вашей мечтой, для того, чтобы еще лучше и качественнее себя запрограммировать на достижение вашего результата. Во время скругления, как обычно, находимся в фокусе той области, которую сейчас скругляем, прорисовываем. Я сейчас на ответах на вопрос «что?». Вспоминаю, что у меня здесь. Как это лучше сделать? Примеряю на себя, думаю, так, какой будет для меня оптимальный вариант? Как мне организовать это что? Кто мне может помочь, чтобы это что в моей жизни появилось, или я этого достигла, и это получила как можно быстрее и за меньшую, так скажем, плату. В общем, при скруглении не просто так скругляйте, хотя это тоже можно, ни о чем не думать. Но раз уж вы медитируете, то предлагаю погрузиться полностью в процесс, позадавать себе вопросы, как мне лучше все это организовать, так, чтобы легко, быстро и приятно. Итак, держим фокус на каждой группе ответов, которые вы нарисовали. Практически разговариваем с полученными ответами, углубляемся в них, больше детализируем и представляем, как это будет. Как это будет выглядеть для вас в реальности. Я все скруглила, и что вижу? Во-первых, звезда моя, даже несмотря на острые лучики, все-таки потерялась. И о чем это мне говорит? Надеюсь, и вам тоже. О том, что во всем этом приключении у нас важен не пункт назначения, а весь путь. Все наши остановки, все ресурсы, которые мы по пути соберем, и особенно те действия, которые мы совершим, и уже более опытные, с какими-то знаниями, навыками, какими мы придем к нашей мечте и какими мы станем благодаря ей. И мне кажется, на этом рисунке как раз и видно, что пункт назначения — это, конечно, здорово, красиво и прекрасно, но важно в первую очередь само путешествие к нашей мечте. Это раз. 2. Я на 100% убеждена, что кто может нарисовать свою ситуацию,
тот может ее и изменить. Ситуацию, целое путешествие мы нарисовали. Теперь я предлагаю изменить вот этот путь к нашей мечте, сделав его более легким, более воздушным, искристым, таким кайфовым. И для этого мы с вами будем рисовать такие волнообразные линии. Я даже возьму другой цвет и потом раскрашу их такими воздушными, как струйками дыма потокового. Движения линий у нас будут также из нижнего левого угла, верхний правый. Ну и теперь мне это осталось все раскрасить так, чтобы радовало мою душу и глаз. Кто рисует нейрографику, вы еще можете добавить линии поля, сделать фиксацию, в общем, все как положено. Я этого делать не буду, потому что, честно говоря, между нами девочками, как арт-рисунок, в котором мы уже ответили себе на самые главные вопросы, побыли в медитации, установили фокус на желаемом, и просмаковали в деталях, пририсовали, подумали, зарядили свою мечту, эти рисунки работают и без линий поля, и без фиксации. Плюс нет страха, что что-то не так сделали, что-то не то указали, не там провели. Весь этот налет страха от нейрографики, вдруг я сделаю что-то не так, ничего не получится, будет еще хуже. Этого у нас с вами нет, потому что мы просто прорисовали, позадавали себе вопросы, получили ответы и вынесли наши мысли, физическую реальность. Все, теперь это уже в реальности. Это уже никак не развидеть, и ваше сознание понимает, что вы от него хотите. Не только сознание, но еще и подсознание, которое в принципе с нами разговаривает только на языке образов или через тело. Оно тоже увидело, ага, все понятно. Легкости мы добавили, поэтому сейчас наше сознание будет искать наиболее легкие варианты, как нам к этому прийти. Давайте раскрасим, чтобы стало еще красивее. Я ухожу в режим быстрого видео. Надеюсь, вам понравилось со мной рисовать. Понравилось отвечать на вопросы. Возможно, узнали что-то новое про себя или про свою мечту, или про свой путь к ней. Если вам нравится такой формат, приходите, продолжим на марафоне. Если к марафону не готовы, а рисовать нравится, порисуйте нейроладонь и отпустите желание на самоисполнение, самореализацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, еще с вами увидимся в моих новых видео. Всем пока-пока. You can try to hide